Здравствуйте, дорогие девочки-рукодельницы, и добро пожаловать на очередной урок вязания от Саши Мун. На этот раз мы с вами будем вязать вот такую интересную подставку под горячее. Она двухсторонняя, и ее можно использовать как прихватку. Ну, если это будет вам, конечно, удобно. Вот такая интересная двухцветная подставка под горячее, думаю, пригодится каждой хозяйке. Что нам понадобится для ее вязания? Нам понадобится крючок, у меня это номер 2,5, и пряжа двух цветов. Я выбрала на этот раз фиолетовый и серый. Связать такую подставочку можно из абсолютно любых остатков пряжи. Единственное, что если вы собираетесь ставить на нее что-то уж слишком горячее, например, сковороду какую-то или кастрюльки, которые только сняли с плиты, то используйте натуральные материалы, хлопок, шерсть, не используйте искусственные, например, акрил, иначе начнет пряжа плавиться. Ну а пока приступим. Прежде чем мы начнем, обратите внимание на центр этой подставочки. Если вы хотите, чтобы в центре была вот такая же дырочка, то начинайте из кольца из воздушных петель, так же как начну я. Если вы хотите, чтобы этой дырочки не было, то вяжите с помощью кольца амигуруми. Приступим. Начинаем нашу работу с первой петли. Делаем первую петлю на крючке и провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соединяем эти 6 петель в кольцо соединительным столбиком. Теперь нам нужно внутрь этого кольца провязать 18 столбиков с одним накидом. Каким образом мы это делаем? Мы делаем 2 петли подъема. 1, 2. Эти 2 петли подъема будут считаться у нас первым столбиком с накидом. И провязываем еще 17 столбиков с накидом внутрь кольца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Напоминаю, что 18 столбик — это 2 петельки подъема у нас, которые были в самом начале ряда. Теперь нам нужно замкнуть наше вязание в кольцо. Для этого находим вторую воздушную петлю
И в нее провязываем соединительный столбик. Вот так. Третий ряд – это будет ряд больших вытянутых петелек. Мы их будем делать с помощью воздушных цепочек. Сейчас провяжем цепочку из нечетного количества воздушных петель. У меня это будет 23. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. После того, как мы провязали цепочку из 23 воздушных петель, мы ее присоединяем к нашему кругу, ввязывая в ту же петлю, из которой наша цепочка выходила, с помощью соединительного столбика. Вот так. Следующую петлю провязываем столбиком без накида. Вот так. В следующую вновь проходим соединительным столбиком и вяжем точно так же 23 воздушные петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. И опять присоединяем нашу цепочку к изначальному кольцу в ту же петлю, из которой она выходит, соединительным столбиком. Опять провязываем следующую петлю столбиком без накида. Следующую провязываем соединительный столбик и снова вывязываем цепочку из 23 воздушных петель. И точно так же мы повторяем наше вязание до конца круга, то есть вот до этого места. Я закончила вязать вот эти вытянутые петли, их всего у меня получилось 9, у вас тоже должно было получиться 9. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Дальнейшие действия очень простые. Нам нужно ряд провязать столбиков без накида. Столбики без накида будем вязать в каждую петельку нашей воздушной цепочки, то есть в каждую петельку лепестков. Но на вершине лепестка мы будем в одну петлю провязывать 3 столбика без накида для того, чтобы сделать его заостренным. А теперь вспомним, что мы провязывали нечетное количество петель, 23. Следовательно, если мы без одной петельки 22 разделим на 2, то получим по 11 петель с каждой стороны. И одна вот эта лишняя петелька нечетная, она у нас в вершине, в нее в 12-ю, то есть мы будем провязывать 3 столбика без накида. Итак, раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 и 12 это вершинка нашего лепестка. Провязываем в нее 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И дальше довязываем до начала следующего лепестка все столбиками без накида. То есть это 12 петель с другой стороны лепестка и 1 петля внизу, которую мы провязывали в круг столбиком без накида, промежуточная между лепестками. Смотрим, вот она наша промежуточная петля, столбик без накида. Эту петлю мы провязывать не будем, потому что это была соединительная петля в нижний столбик, а начнем вязать сразу вот с этой. И считаем снова до половины, до 13 петли. 1, 12 вернее 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот наша 12 петля, в нее провязываем 3 столбика без накида. Это вершина нашего лепестка. 2 и 3. Провязали вершину. И сейчас в том же порядке, что и на этом лепестке, вяжем вниз. Здесь провязываем 1 петлю и снова начинаем провязывать воздушную цепочку лепестка. 11 петель, 12 вершина, в нее вяжем 3 столбика с 1 накидом. И так далее до конца ряда. А потом будем менять цвет нити на более светлый, в нашем случае на серый. Мы с вами обвязали все наши длинные петельки из цепочек воздушных петель столбиками без накида. У нас получился вот такой недоосьминог. Не пугайтесь, дальше это все будет гораздо симпатичнее. Сейчас вот мы провязали последний столбик без накида в серединку. И дальше у нас уже идет вязание на лепестке. Сейчас нам нужно вот сюда провязать соединительную петлю, но делать мы будем уже с нитью другого цвета. Для этого нить другого цвета, в моем случае серая, более светлая, кладется на указательный палец коротким кончиком ближе к себе, дальней рабочей нитью дальше от себя положили. Эту ниточку убрали назад, ввели крючок в место, в котором хотим соединить, захватили серенькую нить и протащили соединительную петлю. Вот так. Теперь вяжем 1 воздушную петлю подъема, серую и фиолетовую нить мы кладем поверх нашего вязания, серая, которая короткий кончик, и сейчас будем ввязывать так, чтобы не оставалось кончиков. Там же, где у нас откуда идет воздушная петля, сюда же провязываем столбик без накида. И дальше вяжем опять столбики без накида. Ничего сложного. В столбике без накида вяжем столбики без накида.
только нитью другого цвета. Ну, после того, как какое-то расстояние провязали, нить у нас более или менее закрепилась, мы можем вот эти кончики, остаточки обрезать, чтобы они нам не мешали. То есть нить уже достаточно закреплена. Не обрежьте только рабочую нить. И дальше вяжем весь ряд нитью серого цвета, обычными столбиками без накида. Но опять же, когда приближаемся к вершинке, на этот раз можно не считать количество петель, а вот видно, что вот она наша петля, куда мы провязывали 3 столбика, она такая, во-первых, чуть больше, во-вторых, вот он кончик как раз идет. Приближаемся к ней, вот первый столбик, провязанный в эту петлю, вот второй, вот третий. Первый провязываем обычным столбиком без накида, а вот второй, который центральный, в него вяжем опять 3 столбика без накида. Опять же формируем уголок лепестка, вот так. И едем дальше. У нас 1, 2, 3 и дальше опять столбиками без накида. Так до конца ряда, но напоминаю, что в вершинку, вот здесь, например, тоже видно, вот она наша вершинка, вот 3 петли связанные, и в среднюю петельку вяжем не 1 столбик, а 3 столбика без накида. И вот так вот серой нитью нам нужно провязать 2 ряда. Каждый раз в остром кончике мы будем в вершинке нашего лепестка провязывать 3 столбика без накида. После того, как я довязала 2-й ряд серой нитью, я буду присоединять снова фиолетовую. Для этого точно так же кладу фиолетовую нить на указательный пальчик коротким кончиком к себе. Длинная рабочая нить от клубка идет дальше от меня. И затем продеваю крючок в первую петлю 2-го ряда серой нитью, захватываю фиолетовую и продеваю ее сквозь обе петли на крючке. Вот так. Теперь серую нить и короткий кончик фиолетовой я кладу сверху на вязание. В эту же петлю провязываю столбик без накида. Вернее, затем фиолетовую и серую нить я кладу сверху на вязание, провязываю фиолетовой нитью воздушную петлю и в эту же петлю нижнего ряда столбик без накида. Вот так. И продолжаю вязать столбики без накида нитью фиолетового цвета, тоже 2 ряда. Сначала закрепляю кончики нитей. После того, как они, на ваш взгляд, окажутся достаточно закреплены, мы просто берем ножницы и обрезаем лишнюю ниточку. Вот так. И продолжаем вязать нитью фиолетового цвета. Еще 2 ряда столбиков без накида. И также не забываем, что на вершине лепестка, на эти торчащие ниточки можно не обращать внимания, они потом просто обрезаются. На вершине лепестка в самую верхнюю петлю мы должны провязывать не 1, а 3 столбика без накида. Вот сюда.
Раз, два, три. Ну и дальше вязание повторяется, только цвет нити поменялся. Сейчас вяжем 2 ряда нитью фиолетового цвета. Мы закончили вязать второй ряд нитью фиолетового цвета, и вот у нас уже лепесточки становятся похожи на лепесточки. Теперь мы меняем нить на нить серого цвета, точно так же, как и во все остальные разы. Кончики точно так же прячем. И один ряд провязываем нитью серого цвета. Провязываем все лепестки. Это будет последний ряд именно наших лепестков. Дальше мы будем придавать форму нашей подставке. Как обычно, прячем кончики. На этот раз под нитью серого цвета. Спрятали. Обрезали. И продолжили вязать нитью серого цвета. Провязываем один ряд столбиками без накида. Не забываем в самую верхнюю петлю лепестка, в среднюю, провязывать 3 столбика без накида. Во все остальные петли вяжем по одному столбику без накида. Вяжем до начала ряда с серой нитью. Довязав ряд серой нитью до конца, продеваем крючок в первую петлю в начало ряда серой нитью и провязываем соединительный столбик. Провязали. Ну и сейчас начнется самое интересное, будем творить волшебство. Вот так сейчас выглядит наша подставка под горячее. Что нам нужно сделать? Нам нужно будет закрутить вот лепестки, закрутить все лепестки вот так влево. Раз, два, три и так далее. И в дальнейшем сейчас мы начнем их соединять. Соединять лепестки будем по следующей схеме. Вот у нас есть верхняя петля, вот она. Ее мы не учитываем, от нее отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Вот это 7-я. И сейчас до этой петли мы должны дойти соединительными столбиками, чтобы оттуда начать вязание. Можно, конечно, обрезать нить и заново начать вязать отсюда, но мы не будем обрезать, нам лишние кончики ни к чему, поэтому мы просто соединительными столбиками аккуратненько дойдем до нужного нам места. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Еще 2 петли. После того, как мы добрались до нужного нам места в вязании, мы заворачиваем, вот у нас так выглядел лепесток прямо, мы поворачиваем его налево, то есть как бы выворачиваем немного наизнанку. Вот у нас лицевая сторона. Поворачиваем наш лепесток и поворачиваем следующий. Вот так. Теперь находим у следующего самую высокую часть, вот она. И отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 петель от него и в восьмую петлю провязываем соединительный столбик. Вот так. И дальше вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Самую верхнюю часть опять провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. 1, 2, 3. Затем снова вяжем 7 столбиков без накида в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В восьмую провязываем соединительный столбик и поворачиваем следующий на очереди лепесток. Вот так. У него тоже находим вершину, от нее отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель и в восьмую провязываем соединительный столбик. Вот так. Теперь точно так же вяжем 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. В самую верхнюю петлю вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Затем опять в 7 петель провязываем по одному столбику без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. В восьмую петлю провязываем соединительный столбик. Вот так. Берем следующий лепесток, поворачиваем его влево. У него опять же находим вершину. Вот она. От нее отступаем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в восьмую провязываем соединительный столбик. Вот так. Затем опять вяжем 7 столбиков без накида в каждую петлю. И в самую верхнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. Дальше снова вяжем 7 столбиков без накида по одному в каждый столбик нижнего ряда. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В восьмой провязываем соединительную петлю. Поворачиваем влево следующий лепесток и повторяем предыдущие процедуры. Таким образом мы соединяем наши лепестки в один цветок. И так продолжаем до тех пор, пока не соединим все лепестки по кругу. После того, как мы присоединили наш первый лепесток, провязываем точно так же 7 столбиков без накида, по одному в каждый столбик нижнего ряда. 3, 4, 5, 6, 7. В вершину провязываем 3 столбика без накида в одну петлю.
3. И снова вяжем 7 столбиков без накида по одному в каждый столбик нижнего ряда. Шесть, 7. И в соединительную петлю, место, куда мы провязывали соединительную петлю, провязываем еще один соединительный столбик. Так. Закрепляем петлю, обрезаем нить, вытаскиваем ее и смотрим, что у нас получилось. А у нас с вами получилась красивая подставка под горячее. Теперь ее нужно отпарить, чтобы все уголочки лежали как надо у нас и никуда особо не сморщивались. Спрятать ниточки. Вот еще одна у нас торчит. И можно накрывать стол. На этом урок закончен. Девочки-рукодельницы, если вам интересно вязание крючком, то обязательно присоединяйтесь к новогоднему марафону. Там мы будем на протяжении 1,5 месяцев говорить обо всем, что нужно знать при вязании крючком. Раскрою все свои секреты. Ссылку на описание марафона оставлю под видео, так что посмотрите обязательно в описании и записывайтесь. Искренне ваша Саша Мун.